Друзья, всех приветствую на канале о Таиланде. Меня зовут Елена. И сегодня я расскажу, сколько стоят роды в Таиланде и как это все проходит. Итак, ранним утром мы отправляемся в госпиталь Джамтиен Паттайя, который находится на Сухумвите. Отличается он низкими ценами, как для тайцев, а не для иностранцев, и высоким качеством Да, в этом и сервисом. госпитале есть бесплатная вода. Вот здесь трубочки. Протыкаем крышку и выбрасываем пакетик от трубочки в мусор и салфетки. Подходим к каунтеру номер 2. Здесь будет проходить весь период беременности. И видим такую фотографию с пакетами для беременных, для кесарево сечения, для самостоятельных родов. Итак, нам нужно сделать УЗИ. На УЗИ мы приходим каждый месяц. За исключением последнего периода беременности мы приходим уже с 7 месяца 2 раза в месяц, то есть каждые 2 недели. Всегда измеряется давление, берется моча на анализ, измеряют вес и рост. Я не знаю, зачем рост, но измеряют. И делают УЗИ. На 7 месяце мне единственный раз не делали УЗИ, когда слушали эхолотом сердцебиение ребенка, и на этом все. Специально готовиться или брать с собой что-то не нужно. Каждый визит к доктору обходится примерно 1500 бат. На последних сроках беременности вам добавят КТГ, где измеряют пульс ребенка в соответствии с его движениями. Также количество этих движений. Для этого есть датчик. Сердцебиение определяется по поясу на животе и дают в руку такую кнопочку. Когда мы чувствуем шевеление ребеночка, мы должны нажать. Затем доктор все оценивает и смотрит состояние. Процедура несложная, совсем безболезненная, просто нужно полежать 30 минут. Давайте покажу вам кабинет УЗИ. Все чистенько, находится в приватной комнате, современная техника, есть туалет, соответственно, туалет, раковина, мыло и салфеточки, чтобы вытереть руки. Итак, 41 неделя, схваток нет, было велено явиться в госпиталь в 6 утра на стимуляцию. Идем. Вашему мужу можно присутствовать с вами всегда и везде, кроме самого момента родов. Но он может подождать за дверью несколько часов, и, соответственно, там есть специальные условия для этого. Итак, нас сопровождают сразу же в родзал. Вот это мы проходим, это просто показываю, что emergency, то есть скорая помощь, неотложка по-нашему. Когда что-то происходит, всех привозят сначала сюда на обследование, а потом уже распределяют по разным палатам, этажам и так далее. Госпиталь достаточно большой. Итак, мы попадаем в родовое отделение на 4-м этаже. Слева перинатальный центр, вот он, боксы для детей новорожденных и сама палата. Все оборудовано, все чистенько, персонал вежливый, улыбаются. Настроение, конечно, создают, хорошее, то есть нету никакой там паники, каких-то страхов. Все, комната твоя, есть туалет, душевая. Вот такая, со звоночком можно будет позвонить, если вдруг что-то случится или нужна будет помощь. И уходят. Все, собственно. Наступает момент, когда мы ждем раскрытия. Просто следим за периодом схваток. Схватки слабые, поэтому через пару часов они вернутся. Да, вот КТГ как раз мы делаем. Через пару часов они вернутся и начнут меня стимулировать. Смотрите, готовится бокс для ребеночка. Все, в этот день уже все случится. Будет радостная встреча. А это мои ощущения во время ожидания. Так страшно как-то. Все это вот по-больничному. Кровать, которая меняет положение. Мониторы, КТГ для проверки сердцебиения ребенка. Это стул для папы. Сказали, что папа может находиться здесь, но во время родов он должен будет выйти. Меня не выпускают на улицу. Дают только посмотреть в окошечко. Здесь мебельный магазин Chic Republic. И больше видов особо нет. Я так понимаю, что это родовая палата. И потом меня переведут уже после рождения ребенка в более комфортабельную.
схватки идут каждые 5-3 минут, поэтому я пока терплю, но раскрытие очень маленькое, всего 2 сантиметра, поэтому проведу я в госпитале, наверное, очень много времени. Но оказалось все совсем не так, гораздо быстрее, чем я думала. Наступило время, мне пришли сделать капельницу и ввести окситоцин для ускорения раскрытия. И через час, я не помню, пару часов мне сделали омниотомию, это вскрытие плодного пузыря. Все, затем начались роды, и малыш появился на свет в 7 вечера. Знакомьтесь, это Лукас, родился весом 300, 52 сантиметра ростом, такой крошечка. Врач позвонила мужу, и муж с детьми уже видели маленького Лукаса прямо сразу же после рождения. Дом у нас находится в 5 минутах езды от госпиталя. Сразу же после этого меня перевозят в палату, перевозят на другой чистой кровати, тоже с пультом. И на этой же кровати я остаюсь жить в палате. Тоже есть душ, туалет, холодильник, раковина, чайник, все, в общем, даже сейф, комфортабельные условия и много-много шторок, секции ты можешь разделять, закрывать, вот отделить кровать от дивана или, например, от душевой, да, вот от туалета секцию закрыть и остаться, например, с мужем вместе, как бы в одной маленькой комнате. А над кроватью висит уже поздравительные флажки Happy Birthday. Так приятно было зайти. Кстати, после родов почему-то у меня было очень много энергии. Я вот ходила, снимала и не могла уснуть. Наверное, от счастья и от радости. Вид потрясающий. Условия очень комфортные. Каждый день меняли свежий халат, давали новое белоснежное полотенце, шапочку для душа, расческу и ватные палочки. Всегда были в туалете сменные. Наступило утро, нам принесли завтрак, точнее мне то, что я заказала. То есть там можно заказывать, выбирать из нескольких позиций по меню. И наконец-то привезли малыша. Небольшой обзорчик палаты. Значит, здесь у нас гардеробная, тут были тапочки. Так, раковина есть, сейф, горячий, короче, вода и чайник, большой достаточно холодильник. Это средства гигиены. Так, мусорки. В роддом я ничего не брала, здесь все в палате есть. Сейчас покажу ванну и покажу обед. Так, здесь дверь на выход. Значит, прокладки, полотенце, это одежда сменная, зубные щетки, шапочка для душа. Так, гель для душа, сам душ, все. Все есть. То есть ничего, водичка тепленькая. Все сегодня испробовали, все хорошо работает. Ватные палочки здесь. Вот такие вот прокладки дают. К ним еще идет такая резиночка с петельками, как раз подцеплять. Очень удобные, медицинские. Так, я вот в порядке. Все хорошо прошло. Готовлюсь уже, завтра мы выписываемся. Так, значит, кровать на кнопочках ездит, может спинка вставать, могут ноги опускаться, может быть выше, может быть ниже. Здесь же моя вчерашняя капельница с остатками окситоцина для стимуляции. Вот, сказали, что нужно доставить ее сегодня. Так, свет везде все включается, выключается, значит, простыни, пеленки одноразовые, тоже все это есть. Ну, пеленки одноразовые. Так, всякие лекарства, тоже кремики есть. Вот украшенная палата, я так понимаю, она всегда здесь висит. И это очень здорово, когда мы вчера зашли, я прям первым делом, меня эта надпись очень порадовала. Нравится то, что здесь можно вот так прямо взять и отделять эти секции, то есть можно шторы закрыть, можно шторы открыть. Сейчас я собралась пообедать, значит, до обеда сейчас доберемся, он там стоит, ждет. Вот здесь тоже. Раз. Секция. Например, вот у меня муж здесь на диванчике ночевал, и при осмотре доктор задвигает шторку, получается такая вот у нас приватная территория. То есть ничего не видно, все аккуратненько. Так. Ну, здесь понятно все, диван, большое одеяло дается. Так, на обед что? Крем-суп. Завтрак был, кстати, очень вкусный. Здесь, наверное, булочка, не знаю, рыбка. Так, соус и, скорее всего, вкусный чай. Наверное, чай. Посмотрим. Да, скорее всего, эта булочка идет, и вот масло к ней. Так, вот здесь перец. Утром на завтраке тоже так же было.
честно говоря, не видела такого, но все видно, что это чай, не кофе. Кофе не дают, да, стопроцентный чаек из чего-то. Так, и вот список. Ну, что это, я даже не понимаю. Ну, короче говоря, принесли мне по заказу вот так. В общем-то, неплохо. Так, я слышу, что ребенок плачет. Ощущение, что мой. Пойдем посмотрим. Вот здесь несколько палат на этом этаже. И nursery room – это вот как раз детское отделение, как в детские ясельки. Так, а как туда попасть? С 9 до 20. Так, ну и здесь, конечно, ресепшн и лифт. Ну и вот так мы проводим свой первый день целой семьей в палате. Телевизор работает, можно отдохнуть всем. Сын взял компьютер. Все разрешается, ничего не запрещается. Пожалуйста, малыша привозят по требованию. Хочешь, останется целый день, хочешь, увезут, отдадут отдохнуть. Рада. Вот так. Хороший братик, да? Маленький. Вот в таких тележках привозят нам еду. Очень интересно. Есть электронное меню, заказываешь, что ты хочешь заранее, и вот они разносят. Так, посмотрим, что нам принесли. Здесь котлетка, картошечка, салатик. Это что, биф? Так, Биф, бро. да, наверное. Здесь, видимо, булочка. Так, да, была булочка и пироженка шоколадная. Так, ну вот опять нам принесли еду. Это уже ужин. Тут, так, креветки, кальмары, паста, сифуд, салатик, масло, это заправка для салата, чай имбирный и булочка. Так, нас выписывают. Так, небольшое приданое. Бутылочки. Ну, в принципе, у нас все это есть. На первое время дают. Мы распишемся. Заплатим. И едем домой. Счастливые и радостные. При выписке вот дается вот такая вот книжица. В ней все. Проверили слух, проверили рост, вес ребенка, мамы и так далее. Потом в этой книге, ну это как типа медицинская карта. В ней же отмечаем рост, вес дальнейший ребенка, все вакцинации, которые будем делать. То есть это его как бы медицинская карта, которая выдается нам на руки. Так, сейчас вот они дают подкормку немножко, уже налили водички нам с собой и сказали, что если молока не будет, то можно докормить ребенка, молочко они тоже дадут. Угу. Ватные палочки, алкоголь 70%, так, ватные шарики. Здесь баночки тоже, а здесь смоченные водой уже готовые. Можно как умывать, можно так и протирать. Угу. Что нам выдали в госпитале? Выдали нам много чего. Кучу разных салфеток, ватных шариков, ватных палочек. Так, значит, здесь это для стирки белья детского. Вот это для... чтобы мыть бутылочки и сосочки. Это лосьон с пудрой, потому что в Таиланде очень жарко. Так, лосьон. Это для душа с головы до ног. Нет, это, да, с оливковым маслом, получается, head to toe, с головы до ног для душа. Это тоже мыться для душа, для новорожденных. И маслица Johnson's Baby, чтобы увлажнять кожу. Разобрала все пакеты. Очень много было пакетов. И вот половина приданого еще в сумках. Так, ну и еще нам дали пеленочки. Вот как раз для пеленания. Сейчас будем его купать и пеленать. Доброе утро. Вот так, сейчас все у нас тут готово. Ну, написал, конечно. Сейчас купаться пойдем.
Цена этого удовольствия, полностью пакет роды 3 дня и 2 ночи в госпитале составил 50 тысяч бат или $1500.